Итак, друзья, проехали еще немножечко, 3 градуса. На полях здесь слева был снег. Люди играли в снежки, классно. Вот хочу вам справа еще показать. Видите, снег в горах. Вот такая вот погода. Пришел такой циклон, видимо. Прямо все сосны, смотрю, вдали в снегу. И вот поля в снегу, видите? Это Испания, друзья. 100 километров проехали буквально от нашей местности Ориуэла-Коста, которая рядом с Торревьехой. И едем в сторону Алькоя, уже практически подъехали и увидели снег. Вчера объявляли, что в Алькое проходил снег, у нас был сильный ливень, сегодня большая волна. Мы утеплились, конечно, 3 градуса за бортом, и скоро мы приедем в очень красивый город, покажем вам его. Сады цветут, и снег идет, в общем, какой-то катаклизм в Испании. Это шикарная страна, вам скажу. Получаешь максимум удовольствия, потому что есть все. И солнце, и снег, и сады цветущие. Такого мы, наверное, еще не видели нигде. Это у нас автономное сообщество Валенсия. Мы едем на север Коста-Бланка. Все еще провинция Аликанте. Едем в городок, который называется Алькой. Очень интересный древний город. Рекомендую вам посмотреть и при возможности посетить его, конечно. Очень красивый, и о нем мы уже расскажем непосредственно в самом городе. Смотрите, какой хороший туннельчик 2011 года постройки. Это когда вы едете в сторону Алькоя. Очень нравятся нам такие. А вот когда мы ехали по Италии, помнишь, там все в туннелях таких. Вот так вот, друзья. Очень удобно, очень классно. И быстро мы добрались. Кстати, всем привет! Добро пожаловать на наш канал «Мы в Испании». С вами, как обычно, Татьяна и Алексей. Мы показываем все о жизни в Испании. Сегодня мы приглашаем вас посетить один очень интересный городок. Видите, как мы утеплились. Стало быть, речь пойдет о каком-то прохладном местечке. Смотрите, кому интересно. Это место очень интересно для посещения. А вы, друзья, подписывайтесь на наш канал. Кто еще не подписан, не забывайте проверять колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео и увидеть это в первых рядах. А мы едем и сейчас покажем вам прекрасные снежные горы. Алькой находится у подножия этих гор. И вообще его иногда называют мандариновый рай, потому что вокруг него цветут множество мандариновых садов. И когда они цветут, источается приятный аромат, и город наполняется этим ароматом. Немножко такая присказка перед тем, захотелось посетить. Такая присказка перед тем, как посетить этот замечательный городок. Видите, мы проезжаем, кстати говоря, мимо садов. Справа оливки, слева сады. И вот он, городок, раскинулся внизу. Сейчас мы туда приедем. Итак, вот мы нашли парковку, остановились. Смотрите, как красиво. Вдали макушки гор в снегу. А где-то здесь есть политехнический университет. Вот такая красивая улица. Старые домики. Ну, правда, здесь вот на снос, видимо. Сейчас я вам покажу улицу. Вот там вот мы остановились. Вот на этой красивой улочке. Бесплатная парковка. И идем дальше гулять. И смотрите, еще раз скажу, что здесь красивые парки. Здесь много мостов. 30 или даже больше. Называется город мостов. Город окружен горами. Сейчас проедет машина. Мы заходим в красивый парк. Здесь есть университет политехнический. Парк Флорида так называется. На 4 градуса, наверное. Короче, все люди ходят, видите, там в шапках, в сапогах, с зонтами. Очень красиво все. Также нам известен такой исторический факт, что 60 тысяч лет назад это место известно было тем, что здесь были неандертальцы-охотники, потом сюда его заселили иберы,
в дальнейшем римляне, и только в 15 веке вот это место стало уже попало уже под испанскую корону, то есть стало уже испанским городом, испанское такое местечко. Смотрите, какая красота, как красиво оформлен парк, есть где погулять, есть отели, есть где остановиться, можно провести даже несколько дней в этом замечательном городе. Вообще он немножко в таком интересном каком-то стиле, даже не скажешь, что совсем такой испанский. Вот мы идем, гуляем. Красота. Наверное, что-то здесь такое. В общем, если, друзья, если решите поехать в Алькой, то съездите обязательно. Здесь здорово. Смотрите, лужи. Такая осень. Нетипичный какой-то испанский город, мне кажется, да? Что-то и на французское похоже. Достаточно интересно. Классно. Я думаю, что за один сегодняшний визит нам не удастся обойти весь город. Но смотрите, какие красивые растения. Чудесно вообще. Это проспантус. Известное растение в Испании, из которого готовят сироп от кашля. Мы его употребляли, когда у нас был кашель. А это вот, смотрите, что-то красивенькое цветет. Красиво-красиво. Вот такая красотень. Очень красивые дома, фонтанчики. А в апреле также в этом городе проходит фестиваль «Крестьяне и мавры». Тоже это место известно этим. А вот в январе, как я уже говорила, проходит Трес Магус. Тоже мы были здесь. Очень интересно. И интересно тем, что здесь маги именно едут на настоящих верблюдах. Смотрите, как все цветет. Просто классно. Красиво. Не забывайте брать теплые вещи, когда поедете в Алькой. Даже весной, даже в марте. Ветер, холод и дождь. А мы, друзья, идем к площади, которая называется Площадь Испании. Все туристы обычно посещают площадь эту. Есть вода? Есть вода, смотрите, вода есть. Но мы не будем лить ее, побережем воду. В общем, если вам станет жарко, вы пойдете в 35-градусную жару, есть где умыть ручки. А мы идем дальше. Чисто, посмотрите, как чистенько вокруг. Чистый городок, чистые тротуары. В общем, здорово. Исторический город Алькой. Смотрите, какая старина и красота здесь есть в городе Алькой. Старенький домик, красивый. Вот там мозаичное панно в самом верху можно увидеть. Очень красивые ажурчатые балконы. В таком французском, я бы даже сказала, стиле. И, кстати говоря, очень красивые входные группы, как обычно в Испании, можно встретить. А мы идем к площади, которая так и называется, Площадь Испании, Пласа де Испания. Узкая улочка и брусчатая дорожка. В общем, классно все. Кафетерии есть вот такие веселенькие. И вот мы вышли на центральную площадь, которая называется Площадь Испании. Холодно, конечно, да ничего не сказать. Сильный холодный ветер такой пронизывающий здесь. Не знаю, как будет слышно вообще, говорю в микрофон. Ну, достаточно прохладно. В общем, Испания, друзья, это не жара. 365 дней в году. Есть очень холодные такие места. Площадь такая красивая. Там фонтан. Стас у нас уже вообще замерз. Вот она красота. Какая температура?
смотрите, доказательство того, что 6 градусов. Видите, 6 градусов, 14:23. Мы идем вперед, вот здесь такие узкие улочки. В общем, городок, где есть все. Исторические места, отели, университет, парки, магазинчики, рестораны, театры. Очень чисто, очень аккуратно, интересно для посещения. Но, наверное, мы приедем сюда, когда будет более жарко. А сейчас вот в марте очень холодно, но очень красиво. Все равно стоит посетить этот замечательный город. И смотрите, друзья, от площади Испании на той улочке, которую я вам показывала, где мы остановились, если идти прямо-прямо по дороге, вот по этой узенькой, которая я не знаю, как называется, потому что вывески нет, в сторону красивой снежной горы, то вот здесь можно увидеть такую стояночку бесплатную для автомобилей, для мотоциклов, инвалидные места. В общем, справа по ходу от этой площади Испании есть прекрасная бесплатная стоянка. Так что имейте в виду, если приедете сюда. Здесь шикарные виды открываются. Здесь множество музеев, есть театры, есть сады и парки. И очень хорошо здесь даже остановиться на ночь в каком-нибудь отеле и провести несколько дней, потому что город действительно очень красивый и очень много мест интересных для посещения. Ну и горы красивые, просто полюбоваться, погулять, в кафешке посидеть. Ну и дома, смотрите, какая красивая старина, как у нас на Каменноостровском в Санкт-Петербурге. Очень красиво, очень здорово. Нам нравится. И вот Алько еще называют город мостов. Здесь 30 или даже больше мостов. И мы видим прекрасный высокий мост. Сейчас я не могу вам сказать его название, потому что не помню, а посмотреть очень холодно. Снег кружится, летает, летает. И вот мы пошли снова в гору и подошли к этому прекрасному месту, к Риберия. Итак, мы идем внутрь греться у камина. Так, мы зашли, друзья, немножко отогреться. Зашли в Креперию. И сейчас закажем себе крепсы, такие блинчики, наверное, да? Да. Кофе с молоком. Выбираем очень много различных блинчиков. Здесь такое меню, которое тоже сканируется, там как это, QR-код такой, да? И загружается. И загружается, то есть мы вам все расскажем и покажем, и скажем, сколько это стоит. Местечко очень красивое, в центре города. Народу не так много и приятно очень отогреться. И тут красивый камин. Да, сейчас вам покажу. Вот он, да, камин создает такой уют и состояние тепла. Там вот барчик за моей спиной. Вот такое местечко. Классно. И так приятно сидеть и смотреть туда, на улицу, на дорожку. Здорово. Сейчас мы сделаем заказ и все вам покажем. Все, я тебя снимаю. Итак, друзья, сделали мы заказ, заказали себе кафе кон лече с крепсами. Посмотрим, что нам принесут. Спросили, да, и говорят, здесь. И мы попробуем, а потом вам скажем, сколько это стоит и стоит ли посещать это место. Ну, посещать стоит, потому что приятно. По крайней мере, тепло. Атмосферно, тепло. И я думаю, что будет очень вкусно. И цена нас, наверное, порадует. В общем, друзья, местечко нам очень понравилось. Блинчики вкусные, кофе тоже. Вид из окна шикарный. Так что точку мы тоже оставим в описании под видео. Если вдруг вы будете здесь гулять и замерзнете, то можете заходить. Красиво, да? Площадь Испании. А вот по этой улице мы как раз шли, и справа там это кафе. А дальше справа тоже бесплатная остановка, там можно припарковать свой автомобиль. Как называется эта улица? Сейчас я посмотрю. Но пока... улица называется вот Пинтор Касанова. Каррера Пинтор Касанова. Так называется эта улочка. Вот она, площадь Испании. Вот так вот, друзья. Кстати, вот я иду мимо и вижу, что на площади Испании есть театр Кальдерон. Программа, видите, на 7-11 марта и на апрель. Так что спектакли, видимо, идут. Здесь вот можно купить билет. И вот так вот. Туристическая инфо, кстати, есть. Так что вот он, театр. Замечательное местечко на площади Испании, друзья.
хороший очень город. Мне очень понравился. Я бы, например, даже Wi-Fi, видите, здесь написано, что здесь Wi-Fi, видимо, бесплатный. А здесь остановка. И я хочу сказать, что я бы, например, здесь бы провела несколько дней даже, остановилась бы в отельчике. Город мне очень понравился. Есть университет. И, в общем-то, достаточно приятно даже для проживания. Ну, вот такой вот он городок. Так что мы поверхностно посмотрели. А если погулять подольше, можно найти много-много интересного и полезного. Разные барчики работают, какие-то центры. Ну, в общем, вот так вот. Алексей, ты видел театр? Здесь театр есть, вот там. Я засняла? Да. Видео сняла. Короче, здесь есть и театр. И думаю, что не один. Такой культурный город. Очень культурный, очень красивый, очень чистый. На Питер похож. Именно на этой площади мы встречали тресмагасов, которые шли на верблюдах. А здесь правительство стояло на балконе и ждали всю процессию. Смотрите, как интересно. Идем мы мимо. Во-первых, смотрите, какой интересный бирюзовый дом. Очень красивый балкон. И там какие-то фигурки сверху такие женские. И вот тут вот продается, кстати, квартира. Так что, кому интересно, можете посмотреть, сколько стоит квартира в городе Алькой. Смотрите, какая красота. Вообще, какие красивые балкончики. Ажурные. И такой даже французский стиль. Что-то из Парижа, мне кажется. Что-то наше питерское. Ну, в общем, очень-очень приятный городок. И самое главное, очень чистый. Посмотрите. Брусчатка. И очень-очень чисто. Вот так вот. Еще перед отъездом немножечко видов красивых вам. Красивые дома, красивые виды. Вот здесь я обнаружила Меркаду написано. То ли был рынок, то ли сейчас тоже рынок. Кто знает, пишите. И вот такая вот красота. А мы пойдем вот в этот парк. Красивый, откуда мы пришли. В общем, очень уютный, приятный город с таким веянием старины. Ла Глориета называется парк. Часы работы этого парка, видите? На ночь он закрывается вот этими мощными воротиками. И снова мы пришли в этот парк, откуда началась наша с вами экскурсия, друзья, по этому замечательному городу, который называют город мостов, город мандариновых садов, Город снежных гор. город снежных гор, город старины, город, где 60 тысяч лет назад были неандертальцы. Ну, вообще очень красивое местечко. Я думаю, что летом здесь тоже очень шикарно. Очень развито транспортное, здесь я смотрю, снабжение. Много разных автобусных линий. В общем, ну, достаточно много молодежи. Мы были в кафешке, там очень много молодежи. Потому что здесь есть университет еще. Смотри, какие красивые кустарники цветут, сними их.
раз видим мы в Испании свадьбу. Классно. Они Вот тоже машина. Этими Да-да-да. с рисом. Надеюсь, что никто не будет против, что мы немножечко их показываем. Классно. Невеста в белом платье, такой красивой накидке, с цветами в Все волосах. счастливые, довольные такие. Красный ковер, лепестки, много молодежи, все родственники, красивая машина. В общем, здорово. Сегодня день такой. Машина Классный. застоялась на светофоре. Смотрите, высота 608 над уровнем моря, плюс 6 и 62% влажности. Ветер поднимается периодически такой порывами. Ну, в общем, не жарко. И печечка в нашем автомобиле наконец-то начала работать на полную мощность. Она так никогда не грела, она только охлаждала. И мы едем вот тут по навигатору, который есть в автомобиле. И наш этот Google, да, навигатор, он нам помогает двигаться. Вот она, снежная гора вдали. Ну, Приятный город, понравился. город Хорошее очень, впечатление. город очень приятный. Рекомендуем вам, друзья, для посещения, для экскурсий. Классно, очень классно. Друзья, на обратном пути мы решили проехать через горы. Поднялись на вот эту горушку, которая 1100 метров. И подъехали к такому интересному месту, где в свое время проводили велосипедные гонки. Там 1250 километров над уровнем моря. 1250 метров от уровня. Ой, метров. Я километров сказала. 1250 метров над уровнем моря. Мы вот в такое местечко заехали. Прячу микрофон от ветра. Не знаю, будет ли слышно хорошо или нет. Здесь такой памятник велосипедистам. Здесь проходила велогонка. Мы мимо проезжали вот здесь, где-то старт велогонки. И дальше они вот по горной дорожке. Ветер здесь с ног сшибает. Место очень красивое. И вот такая вот зона отдыха. Чем нам нравится Испания, что всегда можно найти такую зону отдыха, остановиться, изучить про это место, почитать информацию. Ну, холодно, 5 градусов. Очень-очень холодно. Мы бежим в машину, потому что ветер сшибает с ног. Нет, исходи, я пойду, наверное, в машину погреюсь. Очень холодно. Питерский такой ветерок. Ну вот, да. Но места очень красивые. Воздух сейчас чистейший. И такие вот свободные бесплатные парковочки. Короче говоря, Алексей заманивает нас попить чай вот здесь внизу, в термосе. Как обычно, мы взяли чаек. Ветер здесь, конечно, ниже, когда спускаешься, но все равно холодно ужасно. Сейчас пойдем на солнце греться. Вот, кстати, ниже здесь тепло. Вот такая зона отдыха приятная. Здесь вот в горушках. Ну, может быть, мы точку тоже поставим под видео. Когда вы будете здесь путешествовать, можно остановиться здесь, вот попить чайку, отдохнуть, полюбоваться красотами. Шикарно. Здесь шикарно. Наверное, сегодняшнее видео будет слишком длинное. Кто досмотрит до конца, тому повезет. Тот узнает это прекрасное местечко, где оно находится, чтобы в следующий раз путешествовать здесь остановиться. Пункта девиста поставим мы на карте. Да. И будет под видео. И также, друзья, я хочу сказать, что всегда посещайте разные исторические места. Узнавать вообще любую страну надо по различным городам, по историческим местам. И я, как человек с гуманитарным образованием, могу сказать, что интересно всегда подкреплять это знанием, чтением различных книг. Мы в планах тоже строим себе поездки по центральной части Испании. Много уже читаем, собираем информации интересной. Это очень интересно. Чтобы познать жизнь какой-то страны, надо, конечно, изучать язык, традиции, нравы, кухню, культуру, общаться с людьми на их языке, путешествовать по историческим городам, собирать, впитывать всю эту испанскую культуру, как можно больше общаться с людьми на их родном языке. Нам это очень интересно, нам это нравится, поэтому мы всегда стараемся собирать те места, именно испанские, то есть испанские магазины, испанскую кухню, испанские кафешки, испанские таеры, для того, чтобы... Мы же в Испании, поэтому мы стараемся окружать себя
людьми местными на их родном языке, учиться с ними разговаривать. Маленькое лирическое отступление. Вообще очень много интересного нам наш младший сын рассказывает, как он изучает историю в школе. Очень грамотный у них преподаватель, который много интересного рассказывает. И мы, конечно, слушаем уже сына, что он нам рассказывает про Испанию интересного. И стараемся вот ездить по таким местам, по таким точкам. И Алексей тоже очень хочет добавить интересно. Вот что ты хочешь добавить? Ты какую книгу прочитал? И ты мне рассказывал недавно. Про мавров. Мавры при Филиппе, да. Мавры при Филиппе. Как раз описываются именно вот эти места. Алькой, как раз таки он был завоеван, мавры здесь жили. Это был как раз таки 12 век. Ой, ну что, Алексей, как тебе наш чай с лимоном? Традиционный, на природе. Сегодня он еще и сладкий. И мы походили немножко по горам, потеряли энергию, а вот именно сладкий чай, он как раз восстанавливает все это дело. Да? Можно я Всё тоже очень попью? здорово, конечно. Вот такое шикарное место, друзья. И вот есть где даже полазить. И также хочу сказать, что очень много интересного нам рассказывает старший сын, который учится в университете Аликанте на языковых курсах. Профессоры, которые там все время меняются, разные преподаватели, профессоры. То есть рассказывают тоже очень много интересного. Интересного из жизни их, именно вот такой испанской жизни. Интересно, это не просто изучение языка, там изучается культура, история, политика, экономика, вообще вот уклад жизни в Испании. И профессоры все рассказывают на примере своих каких-то своей жизни, своего опыта. Почему мы всегда говорили, что языковые курсы в университете Аликанте очень интересные и очень полезные? Потому что там такие грамотные преподаватели, и они всегда рассказывают именно в такой доверительной обстановке еще и про жизнь в Испании. То есть очень много интересной информации нам сын рассказывает старший, вот именно принося ее с курсов, то, что рассказывают профессоры различные. Поэтому на самом деле это тоже очень все полезно и нужно, и интересно. Короче говоря, едем мы вдоль ущелья, где течет горная речка, когда потоки с гор вот там слева сильные, дождевые, то там горная река с левой стороны от нас. И мы вдоль ущелья вот так проехали. Очень красиво, так здорово, интересно. А здесь сады. Очень красиво. Смотрите, какой красивый вид. А впереди у нас город Эльда. Тоже очень красиво. Дорога такая, горы. Шикарно. Просто красота. Ну и сегодняшнее наше путешествие, друзья, подходит к концу. Проехали мы 200... Я переключил. Сколько? 250 километров где-то. 213 и нам осталось. 213 нам осталось еще какое-то количество километров. Вот, так что имейте в виду, это у нас путешествие было из Ориуэла Коста в город Алькой, или Алкой, кому как нравится произносить. Очень интересно, рекомендуем всем посетить это место. А вы, друзья, подписывайтесь на наш канал. Кто еще не подписан, не забывайте проверять колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео и увидеть это в первых рядах. И, как всегда, до новых встреч на нашем канале в следующем видео. Пока-пока.